Прошли курс антибиотиков? Чувствуете разбитость и усталость? Ощущаете, что постарели на несколько лет? Внимательно посмотрите это видео. В нем мы делимся с вами лучшим способом восстановления иммунитета и здоровья после приема курса антибиотиков. Всем привет! С вами Регина Кутинская. Изначально антибиотики были созданы для того, чтобы бороться с патогенными микроорганизмами в тех случаях, когда болезнь или воспаление зашли в критическую стадию, то есть уже стоит вопрос жизни и смерти. Антибиотик – это вещество, которое убивает всю микробиоту, как плохую, так и хорошую. Эдакое средство массового поражения. Самый большой минус после приема антибиотиков заключается в том, что они полностью убивают микрофлору кишечника. А это база нашего иммунитета. Советую посмотреть лекцию «Наши друзья-бактерии», в которой мы подробно разобрали этот момент. Ссылка в описании. После курса антибиотиков организм становится практически беспомощен даже перед легкими вирусами. Поэтому пользоваться антибиотиками надо крайне осторожно. Однако современные врачи настолько обленились, что стали назначать антибиотики направо и налево. У вас грипп – пропейте антибиотики. У вас какое-то воспаление – антибиотики. Мы не поняли, что у вас за болезнь, поэтому на всякий случай пропейте антибиотики. Проблема современной медицины заключается в том, что врачи утратили знания о натуральных средствах, с помощью которых можно решить подавляющее большинство проблем по здоровью. В их уме есть только список химических препаратов, которые они должны прописать пациенту. Спущена разнарядка сверху, и они прописывают таблетки, от которых вашему здоровью будет еще хуже. Мы знаем это не понаслышке. У нас много знакомых врачей, которые сами делятся этой информацией. Сегодня мы расскажем вам о натуральных средствах, с помощью которых вы сможете легко и быстро восстановить свой иммунитет. Эта информация особенно актуальна в наше время после известных событий. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать наш канал. Мы стараемся для вас. Вначале я дам краткую справку о том, на чем базируется наш иммунитет. Первое. Микрофлора нашего кишечника. Это бифиды и лактобактерии, которые синтезируют необходимые организму питательные вещества и помогают бороться с патогенами. Второе. Иммунные клетки в крови, которые также борются с патогенами во всем организме. Все это в целом и называется иммунитетом. И чтобы его восстановить, нужно воздействовать на оба эти фактора. Восстанавливаем микрофлору кишечника. Для восстановления бифида и лактобактерий после курса антибиотиков нужно сделать две вещи. Первое. Очистить кишечник. Для размножения бактерий нужно почистить кишечник. Чем он будет чище, тем быстрее будет размножаться правильная микрофлора. Для чистки кишечника пройдите 10-дневный курс. Принимайте средства для очищения кишечника. Ссылка на его рецепт в описании. В процессе приема этого средства каждый день делайте клизму, чтобы максимально ускорить очистительный процесс. Делать ее лучше вечером за 2-3 часа до сна. Второе. Заново заселить микрофлору. Самым лучшим способом для заселения бифида и лактобактерий является прием натуральных, бездрожжевых, то есть без промышленных дрожжей, квасов на закваске. Мы уже сняли для вас много рецептов разных видов натурального кваса. Ссылку на плейлист смотрите в описании. Квас нужно начинать пить с момента, как вы начинаете принимать средства для очищения кишечника. Все это надо делать параллельно. Курс приема кваса 30 дней. Выпивайте по 500 мл каждое утро натощак за 30 минут до еды. Второй прием кваса делайте вместо ужина. Выпейте также 500 мл в 18 часов. После этого до утра уже ничего есть не нужно. Виды кваса лучше чередовать. Не надо пить один и тот же квас на протяжении курса. Каждый вид кваса, кроме положительного влияния на рост микрофлоры, также имеет свои положительные свойства. Поэтому готовьте каждый раз новый вид кваса.
Так вы получите максимум пользы для своего здоровья в целом. Восстанавливаем процесс размножения иммунных клеток. Антибиотики угнетают процесс восстановления клеток нашего иммунитета. Скорость их размножения сильно снижается. Чтобы это исправить, нужно начать принимать натуральные иммуномодуляторы. Иммуномодулятор – это вещество, которое стимулирует размножение иммунных клеток. Вот рецепт иммуномодулирующего настоя, который наилучшим образом решит эту задачу. Возьмите 2 чайные ложки молотой чаги, 1 чайную ложку молотой эхиноцеи и 1 чайную ложку молотого корня элеутерокока. Положите все в пол-литровую банку и залейте водой примерно 30 градусов Цельсия. Хорошенько размешайте и поставьте настаиваться в сухое темное место на 8-10 часов. Далее настой процеживается и выпивается в полном объеме. Пейте его также 30 дней. Чагу, эхиноцею и элеутерокок вы можете найти в нашем семейном магазине Вегмир. Ссылки в описании. Подытожим наш курс. Первое. Длительность 30 дней. Второе. С первого дня принимайте средства для очищения кишечника и делайте каждый день клизмы. Делаем это первые 10 дней курса. Третье. Параллельно с этим начинаем пить квас и настой. Их пьем 30 дней. Описанная методика очень эффективная. Уже через месяц ваш иммунитет будет восстановлен. Однако, если кроме курса антибиотиков вас еще напичкали большим количеством каких-то других лекарств с сильными побочными действиями, то лучше всего вам будет пройти глубокий курс очищения организма, с помощью которого вы восстановите не только свой иммунитет, но и максимально снизите негативное влияние на свой организм химических препаратов. Ссылка на наш курс также расположена в описании. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Впереди вас ждет еще много полезной информации по здоровью. До новой встречи и доброго вам здравия!